Even if I'm leaving you at the door, even when I know that you're never lonely. Это видео мне захотелось сделать более атмосферным, более живым, поделиться в нем своими впечатлениями от проживания в сельской местности. Здесь совершенно другой мир, и он абсолютно отличается от городского. Здесь невероятно атмосферно, здесь как нигде больше всего чувствуется жизнь. Я здесь именно живу. Вот такими эпитетами хотелось бы обозначить свои впечатления в целом. Здесь я живу, а не ожидаю чего-то от жизни. Здесь жизнь течет совершенно естественно, так, как она должна быть. Вот примерно такие впечатления у меня. Мое утро здесь обычно начинается с того, что я либо занимаюсь йогой на коврике возле дома, если тепло и солнышко, либо еду, как сегодня, вот в магазин за продуктами. Магазин открывается достаточно рано, где-то часов 8 утра. И я до начала рабочего дня стараюсь что-то купить, либо что-то поделать. И уже после работы занимаюсь какими-то домашними делами. Вот как, например, сейчас. Сломалась у меня цепная пила. Так обидно, блин. Не знаю, что с ней. Аккумуляторы вроде в порядке. Все в порядке. Но она почему-то не реагирует на кнопку пуск. И, в общем, что я сделала? Я взяла и купила себе настоящую механическую пилу. Вот. Сейчас буду ее тестировать. Вот эту ветку хочу спилить. В общем-то, неплохо она справилась. Вот здесь сколько диаметр? Где-то сантиметров 5, может быть. И легко достаточно мне далась. Вот такая длинная большая ветка. Спилила я ее. В общем, сейчас попробую вот эту ветку еще. Но здесь побольше. Тут сантиметров, наверное, 7. Может быть, даже 10. Сейчас попробую ее распилить. Вот это вот немножко сложнее далось. Но, тем не менее, все-таки я его спилила. Ну, я считаю, что это самая лучшая вещь. Хотя она, наверное, быстро затупляется. Вот сейчас буду поменьше веточку пилить. Сегодня полнолуние. Хочу показать Луну. Не знаю, насколько хорошо ее будет видно на камере. В общем, вот Луна. Так красиво, друзья. Выключил свет везде, чтобы увидеть. Из-за веток не совсем видно, но она скоро вот в правую сторону уйдет, и ее будет очень хорошо видно. Вот здесь хорошо видно. Очень красиво. Вот Триша пришла. Кажется, Василиса. Это не Василиса, а Василий. Только кастрированный. Ну, по крайней мере, на ощупь так я чувствую. Никогда не видела кастрированных котов. Но уж очень странно он себя ведет. То есть очень флегматичный такой, не агрессивный, на моих кошек не реагирует. Ну, скорее всего, это кастрированный кот, а не Василиса. Поэтому я, наверное, буду звать его Василисыч, потому что имя Вася для него как-то слишком просто. Слишком простое имя Вася для него. Вчера Буська вышла вечером погулять и не вернулась. И всю ночь где-то бродила. Этот Василисыч теперь ходил с ней, то есть пошел за ней, увидел, что ее нет дома, ушел куда-то. И всю ночь тоже его не было. Под утро только пришел, просил покушать. И потом я Буську нашла возле дома за забором. Она сидела, грелась на солнышке, на автомобильной шине, замерзшая вся. А этот понял, что что-то не так, что Буси нету. Искал ее весь вечер, всю ночь, то есть не ночевал дома. Представляете, как о ней заботятся? Вот так вот. Не знаю, почему я сразу не поняла, что это не кошка, а на самом деле кот.
Может быть, потому что от того, что он кастрированный, у него такой мягкий характер, флегматичный достаточно. И мне почему-то показалось, что это девочка. Но спустя какое-то время, когда я его тискала, чесала пузико, я поняла, что там что-то просто не девчачье. И потом я увидела, как Вася ходит в туалет, как кот, он метит территорию. То есть получается, что это просто кастрированный кот. И достаточно умный кот, я бы хотела отметить вот это сейчас. Очень интересно он себя ведет. Про мышей я уже рассказывала, показывала в предыдущем видео, как он заботится о моей кошке, как он за нее переживает. Еще он постоянно ходит за мной, как будто он security какой-то у меня. То есть, если я иду к бане что-то делать возле бани, пилить дрова или еще что-то, он сидит рядом. Если я копаю картошку, он сидит рядом. Где бы я ни ходила по территории участка, он идет за мной. Он всегда сидит рядом, наблюдает, что я делаю. Как будто совсем домашний, свойский такой кот приходит ночевать. И если я куда-то ухожу, например, в магазин уезжаю или в город уезжаю, он обязательно меня провожает. И тоже встречает меня. Я не понимаю, как он понимает, в какое время я приеду, но это очень удивительно. Но тем не менее, как человек и провожает, и встречает меня, ночует дома. Кошек моих не трогает, не задирает их, даже если они на него шипят, если они боятся его, он никак не реагирует, просто сидит. Но иногда бывали, конечно, стычки с моими кошками. У него, не дрался он, а просто урчал. Когда вот они совсем на него там пытались напасть, он урчал, отбивался. То есть он в качестве самозащиты только ведет себя агрессивно. Или, например, когда видит, что Буся лезет в его тарелку, он это не терпит, он защищает себя. И поэтому я миски моих кошек и его миску держу отдельно. То есть его кормлю я на веранде, а своих кошек я кормлю у себя дома. Здесь я также очень сильно полюбила готовить на мангале. Раньше, когда я жила в городе, я с завистью наблюдала за людьми, у которых были дачи, деревни, которые могли приехать, что-то приготовить себе на углях. Мне было до слез обидно, почему у меня нету такой радости. Ну а теперь эта радость у меня есть. И я 2 раза в неделю точно готовлю обязательно что-то на мангале. Иногда это печеная картошка, иногда это куриные крылышки гриль, я очень люблю курицу. Иногда это овощи гриль, иногда что-то потяжелее, если приезжают гости, что-то на вроде шашлыка из говядины. Очень люблю я также шампиньоны гриль. В общем, я отвожу душу по полной программе. И есть какая-то особая магия в том, когда ты готовишь мангал к розжигу, когда ты ищешь хворост, когда ломаешь ветки специально для мангала, когда пилишь маленькие дровишки, чтобы они поместились в мангал, когда разжигаешь костер. То есть все это имеет атмосферу какой-то магии и очень похоже на медитацию. Ну просто я не знаю, как это описать. В общем, это такая особая у меня медитация, особое наслаждение, которое создает атмосферу уюта и тепла и атмосферу дома. В предыдущем видео я показывала, как пеку печеньки в печи в русской, в настоящей.
И многие спрашивали у меня в личке: Наташа, расскажи, что же это за рецепт, особый такой рецепт вот этих волшебных печенек. На самом деле рецепт очень простой. Я делаю эти печеньки на твороге, то есть беру творога на глаз, сколько мне душа пожелает. Я, к сожалению, не соблюдаю никакие пропорции, просто расскажу ингредиенты, какие я добавляю в тесто. То есть основу теста составляет творог, и в творог я разбиваю яйца. Все это замешиваю, добавляю немного соды, соли, а также растапливаю сливочное масло, размешиваю всю эту массу и добавляю муку. И вот из этой массы замешиваю средней крутости тесто, чтобы его можно было раскатывать. Затем раскатываю на такой вот блинчик. И посыпаю сахаром, корицей, маком и разрезаю вот этот кружок, блинчик, на 4 части сначала, а потом на дольки, как будто режу торт. И вот из этих долек я сворачиваю маленькие такие рулетики и пеку в печи. И можно также это печенье делать в духовке, но в печи, конечно же, получается особо вкусно, особенно на чугунном противне. Вот. И также эти печеньки можно делать не только сладкими, но и солененькими. Можно также вот этот кружочек посолить, добавить каких-нибудь ваших любимых специй для мяса, например, почему бы и нет. Я в этот раз делала с приправой для курицы вот эти печеньки, и они отлично заходят с кофе, с молоком на ура просто. Вот, сметаются мгновенно. Мне хватает большой порции, где-то на дня 2, на 3. Вот. Чтобы вы понимали, насколько это вкусно, я вставила сюда ролик, где Василисыч ест эти печеньки у меня с рук. То есть, понимаете, даже кошки едят эти печенья, очень им нравится, вот настолько они вкусные. Приготовьте себе, попробуйте. Сегодня суббота, и мне хочется наконец-то прокатиться в окрестностях, поисследовать тут все, поисследовать лес. Уже один раз я ездила на велосипеде за грибами как-то, когда только-только начала осваиваться здесь, когда только-только приехала сюда, и была возможность прокатиться. А потом начались вот эти все переезды, обустройства, ожидания рабочих и так далее. И вот эта вся кутерьма поглотила меня полностью, не оставила мне даже ни одного свободного денька. Вот, поэтому сегодня, суббота, наконец-то я освободилась от всех бесконечных дел. Ну как, конечно, относительно, но срочных, по крайней мере, нету, которых вот нужно срочно сейчас все сделать или кровь из носу. То есть относительно я сейчас свободна, и поэтому могу субботний солнечный день, сентябрьский, проехаться, прокатиться на моем коне. А то он заждался меня уже, ездит только со мной в магазин и мусор выкинуть. Вот я на нем езжу. Но это совсем недалеко до конца улицы доехать, 2 улицы проехать и все. Так что вот сейчас медленно, медитативно я прокачусь. Смотрите, какая у меня классная наклеечка. Вот здесь вот о медитативной велосипедной езде. Sweeter in the morning when I look at your face, I love you. Oh, my little daughter, you're the meaning of grace, I love you. And I'm like, oh, take a little piece of my heart. Talking in your sleep, I wonder what you're dreaming up, dear. And if the world don't keep you warm, there's a blanket of stars above here. And I'm like, oh,
of my heart. If this is where you'll always wanna be, then leave your take on E. There's a place that we go where you look at the light and the splinters, where there's plenty of gas to last us through the cold, cold winter. And I'm like, oh, take whatever's left of my heart. This is where you'll always wanna be, then leave your take on E. I will love you tender, I will love you more, I will love you forever more. Приехала, значит, с таким багажом к дому, а тут меня встречает. Та-дам! Вась, ты меня встречаешь, да? Ты меня ждал, пождал, да, мой сладкий. Да. Скажи, вот он я ждал. Как мурчит. Сейчас я открою дверь, Вася. Сейчас. Василисыч. Красавчик. С этой велопрогулки я привезла себе немного шиповника и, конечно же, тут же его заварила себе в травяной чай. Здесь я стала пить очень часто травяные чаи. Недалеко от моего участка растет иван-чай. Я уже успела его заготовить в июле, когда только-только сюда приехала. Также я очень часто завариваю листья смородины, и вот как в этом случае добавила туда шиповник, и получился очень вкусный чай. Васечка. Здесь возле бани я нашла очень много битого стекла. Было очень опасно ходить возле бани, поэтому я привезла тачку и загрузила туда огромную гору битого стекла и отвезла на мусорку. Ну а Василисыч, конечно же, мне, как всегда, помогал. Every page with me and threw it all away. I know there were more good times than bad, but it's easy to forget when I start looking back. So I know you wanna keep this memory. Can you keep it in the back of your head? 'Cause when I see it in a Пришла копать картошку. Ну как картошку? Драть сорняки и искать в них картошку. Вот так вот зарос весь усад.
И мне здесь помогает Василисыч. Уже Василисыч, это да. Надеюсь, вы все не пропустили это событие, что Василисыч теперь. Это Василисыч, а не Василиса. Да. И вот такая вот у меня лопата здесь. Небольшое ведерко. Накопаю покушать себе. И надеюсь разгрести вот это вот все. Но не за один день, конечно, потихоньку получится у меня, надеюсь. High school graduation, last family vacation, trip to Michigan last year. My yearbook from 7th grade, I tore out every page with me and threw it all away. I know there were more good times than bad, but it's easy to forget when I start looking back. So I know you wanna keep this memory. Can you keep it in the back of your head? 'Cause when I see it in a week, I wish I was dead. I wish I took the picture of you instead. Бусечка. Буся у нас, кажется, беременная. У нее округлился заметно животик, и она очень много стала есть. Очень много ест, спит и очень много ходит в туалет. Еще у нее, по-моему, даже сисечки набухли. Бусь, покажи. Вот так вот. Есть подозрение на беременность у нас. Да, Бусечка? Да? В своих первых видео я уже показывала, как у Буси появилось 2 жениха сразу же, как только мы заехали в этот дом. Она сразу же проситься стала на улицу, и сразу же нашлись 2 кота, которые стали к ней часто ходить. И, вероятно, кто-то один из них является отцом будущих котят Буси. Ну а что будет дальше, смотрите продолжение в следующих видео.